Фильм открывается сценой в поезде, где полковник Дуглас Мортимер, экс-военный в священническом одеянии, читает Библию. Когда к нему подходит контролер, Мортимер спрашивает, когда они будут в Тукумкаре. Инспектор говорит, что они будут там через несколько минут, но поезд не остановится. Не дожидаясь разрешения, Мортимер встает, дергает за рычаг экстренного тормоза и останавливает поезд с визгом в Тукумкаре. Когда поезд останавливается, Мортимер выходит и видит плакат с розыском мужчины по имени Гай. Награда велика, и Мортимер начинает действовать. Он идет в ближайший бар и интересуется у бармена, где находится Гай. Бармен пытается его игнорировать, но Мортимер настаивает. Угроза заставляет бармена показать ему второй этаж. Мортимер движется быстро, поднимаясь по лестнице и направляясь прямо в комнату, где, как он знает, Гай прячется с женщиной. Мортимер просовывает плакат с розыском через щель в двери. Парень быстро понимает, что происходит, и убегает к окну, уезжая на лошади. Без промедления Мортимер хватает свою винтовку и делает выстрел, удачно попадая в Гая в плечо, что заставляет его упасть с лошади. Гай раздосадован, но Мортимер слишком быстр. Он достает свой пистолет и одним чистым выстрелом попадает Гаю прямо в лоб. Один патрон, одно убийство. После борьбы с Гаем Мортимер идет к шерифу Энрике в Тукумкаре за свои $1000. Он заходит и видит разыскной плакат с изображением Кавана, за что предлагают $2000. Мортимер, заинтригованный, спрашивает Энрике о последнем известном местоположении Кавана. Энрике говорит, что Кавана последний раз видели в Уайт-Рокс. Он также упоминает, что Мортимер не первый, кто спрашивает. Недавно по городу ходил незнакомец Манка, спрашивал о Каване. Переключаемся на Уайт-Рокс, где Манка уже в баре, оценивая Кавана. Каван занят игрой и не замечает надвигающейся опасности. Манка не теряет времени. Он объявляет о своем плане убить Кавана прямо здесь. Ред пытается сопроти, но без толку. Умения Манка превосходят возможности Кавна. Когда банда Кавано врывается, Манка по одному расправляется с ними, прежде чем в конце концов покончить с самим Кавано. Теперь, когда Кавано больше нет, Манка идет к шерифу за $2000. Но вместо того, чтобы просто уйти, он решает упрекнуть шерифа за то, что тот позволил убийце Кавано оставаться на свободе. Он хватает значок шерифа со стола и, усмехнувшись, предлагает, что нужен новый шериф. В Значайо, в Эль-Индио, сыскаемой тюрьме, грабитель банков отбывает срок без волнений. Снаружи его банда готовится к побегу. Они хладнокровно убивают охранников, не позволяя никому встать у них на пути. Когда Индио сбегает, начинается хаос. Охранники врываются, но Индио и его команда легко их нейтрализуют. Последнего охранника Индио оставляет в живых, зная, что тот распространит слухи о смертельной банде и их безжалостном лидере. Индио хочет, чтобы все знали, кто здесь главный и что будет с теми, кто его пересечет. Скоро Индио жаждет мести, а Томмазо на первом месте его списка. Охотник, арестовавший его, заплатит немалую цену, но не такую, как ожидалось. Индио без сомнений посылает на убийство жену и 8-месячного младенца Томмазо, не слушая отчаянных просьб. Индио забывает семью, мстя предельно важна. Через некоторое время Индио вызывает Томмазо на дуэль, но на этот раз все будет иначе. Когда зловещая мелодия из его карманных часов звучит, Индио не ждет, пока музыка закончится. Он стреляет первым. Томмазо падает мертвым, а Индио уходит, оставаясь спокойным. Индио славится этим приемом. Его карманные часы не просто для показа. Каждый раз, когда встречает противника, он говорит им подождать, пока музыка не закончится, но всегда жульничает. Он стреляет первым, всегда контролирует. После убийства Индио просит одного из своих людей о сигарете, но дым оказывается не просто табаком, он пропитан наркотиком, из-за чего все кажется немного более извращенным. Охотники Манка и Мортимер находят плакат о розыске Индио с наградой в $10 000. Два человека видят возможность, особенно поскольку они знают, что Инди и его банда нацелились на банк в Эль-Пасо. Говорят, что в банке почти $1 миллион в тайном хранилище, и банда Индия уже делает свой ход. Манка и Мортимер идут охотиться. В Эль-Пасо они следят за банком. Манка следит за людьми Индия из бара, оставаясь в тени.
Мортимер не сдерживается. Он подходит к одному из людей Индия, Уайлду, и начинает драку. Уайлд возмущен, но друзья удерживают, ведь им запрещено выходить наружу. В напряженной атмосфере Манка и Мортимер встречаются взглядами. В этот миг они оба осознают, что у них одна и та же цель, и оба не собираются отступать. Этой ночью Манка подходит к Мортимеру. У него есть счеты, которые нужно свести, и он не стесняется в этом. Манка демонстрирует смертоносную меткость, стреляя точно. Но Мортимер не сдался. Он стреляет в ответ так же быстро, показывая, что он не хуже. Напряжение велико, но вскоре оба мужчины отступают, кивая друг другу в знак уважения. Без слов, просто понимание друг друга. Они называют это перемирием, и вскоре они уже делят напитки. Соперничество постепенно утихает. Манка не теряет ни минуты. Он наклоняется, его взгляд ледяной, и сообщает Мортимеру, что он преследует Инда, предупреждая, что любой, кто станет у него на пути, включая Мортимера, будет уничтожен. Мортимер не отступает. Вместо этого он предлагает неожиданное предложение – союз. Он предлагает объединить силы, чтобы свалить Инда и его банду. Манка скептически настроен, но видит возможность и требует $10 000 за Инда. Мортимер соглашается, но добавляет, что также возьмет награду за людей Инда. Все они преступники в розыске. Это увеличивает общую награду еще на $10 000. Манка сжимает руки. Доверия нет, но есть желание. Но мотивация сильна. Они приступают к делу. Мортимер излагает план. Манка должен проникнуть в банду Инда. У Мортимера есть вся информация и лазейка для Манка, чтобы войти. Манка не сомневается, он на борту. Тем временем Инда находится в тумане, куря, чтобы забыть воспоминания о прошлом. Наркотик притупляет боль, но кошмары продолжаются. Эти карманные часы, которые он носит, с изображением молодой женщины. Она не дает ему покоя. Была супругой, кого он убил, кто дал ей часы, перед тем, как Индио убил его. Теперь Индио курит, чтобы забыться. Но воспоминания не покидают его. С Манка он уже приступает к делу. Он следует примеру Мортимера и спасает старого друга Индио, которого вначале настораживает. Кто этот незнакомец, который пришел и ведет себя так, будто может освободить друга? Манка сохраняет спокойствие, Индио верит. Он принимает Манка в банду и рассказывает план их следующей крупной операции. На следующий день Манка и люди идут грабить банк для отвлечения шерифа. Манка старается добиться лучших результатов и не оставлять тех, кто не подходит, в живых. Когда Манка наконец добирается до Санта-Круза, он идет прямо в телеграфную контору. Не теряя ни минуты, он приказывает оператору отправить сообщение, что Индио и его банда ограбили банк. Оператор колебался, говоря, что не слышал выстрелов, чтобы подтвердить ограбление. Манка не примет отказ, заставит парня послать сообщение. Через мгновение шериф и его люди получают известие и немедленно направляются в Санта-Крус. Но Манка не сдался. Он спешит в Эль-Пасо к Мортимеру, готов предотвратить Индио и получить награду. Тем, несмотря на это, Индио и его банда выбирают необычный способ. Они прорываются сквозь стену банка и уносят с собой сейф, убив охранника. С планом, который рушится, Манка пытается разорвать связи с Мортимером, но Мортимер убеждает его остаться в игре. Как только Манка думает, что хуже не бывает, Мортимер стреляет в него сзади, задевая его шею. Это часть плана. Мортимер защищал свое прикрытие и нуждался в том, чтобы Индио поверил, что Манка выжил в перестрелке в Санта-Крус, где погибли все его люди. После этого Мортимер велит Манка убедить Индио двигаться на север ВД. Это идеальное место для засады. Манка возвращается к Индио и его людям. Они сразу же интересуются судьбой своих пропавших товарищей, и Манка быстро сочиняет историю. Он рассказывает им, что, покидая Санта-Крус, они попали в засаду. И все были убиты, кроме него. Один из людей Индио не верит в это. Он очень расстроен тем, что только Манка вернулся живым. Но Инди, увидев убедительную рану на шее Манка, полученную от Мортимера, кивает и соглашается с рассказом. Манка предлагает уйти на юг, вдали от плана Мортимера. Но Инди отклоняет идею. Он считает, что они направляются на восток, в маленький городок Аква-Калиенте. Банда подъезжает к окраине Аква-Калиенте, и видно, что местные жители не очень рады незнакомцам. До их более близкой встречи Инди приказывает Манка поехать в город одному.
без колебаний Манка. Он подгоняет свою лошадь вперед, и местные жители разбегаются, прячась в своих домах, как только его замечают. В конце дороги Манка замечает 3 ковбоев, ожидающих его. Но вместо того, чтобы отступить, он идет к ним с оружием в руках. В тот момент, когда он это делает, мальчик пытается достать яблоко с дерева. Не раздумывая, Манка стреляет в несколько яблок, чтобы помочь ему. Затем ниоткуда кто-то еще сбивает еще несколько яблок. Это Мортимер, тот самый парень, который сказал Манка направляться на север. Но он явно знал, что Индио все равно придет в это место. Они убегают. Манка с Мортимером заходят в бар, а Индио с командой идут следом. В тот момент, когда они входят, Вау видит Мортимера и мгновенно распознает его как человека из Эль-Пасо. Уайлд, все еще полон ярости, бросает вызов Мортимеру на дуэль. Напряжение в воздухе нарастает. Уайлд умеет считать до 3, но Мортимер стреляет быстрее, и Уайлд погибает, не успев осознать, что произошло. Мортимер и Индио сидели вместе, напряжение витало в воздухе. Мортимер, всегда спокойный и расчетливый, предложил открыть сейф, не разорвав его на куски. Но был подвох. Он хотел $5000 за работу. Индио колебался, а затем понял, что у него нет выбора. Он неохотно согласился. После вскрытия сейфа все ждали, что получит свою долю. Но Индио всех шокировал. Вместо раздачи добычи он сделал смелый шаг. «Подождите месяц». Он считал, что интерес к ограблению банка к тому времени утихнет, пока шериф и его люди все еще будут на их хвосте. Индио приказал Нино положить наличные в деревянный сундук и запереть его. Только Индио имел ключ. Он не собирался рисковать. Ночью, когда лагерь спал, Манка тихо вошел в сокровищницу. Но, к его удивлению, Мортимер уже находился там. Сундук оказался открытым. Мортимер его открыл, забрал чеваш и положил в мешок. С улыбкой Мортимер передал сумку Манка, демонстрируя свои навыки открывания и закрывания без ключа. Он закрыл сундук, чтобы он выглядел нетронутым. Они выбрались через крышу, но когда они спустились, их ждало неожиданное. Индио и его люди ждали внизу. Индио понял, кто они. Манка и Мортимер, охотники за головами, ведущие поиски вознаграждения. Но перед тем, как Манка прыгнул вниз, он заметил ловушку. Не имея выбора, он бросил сумку с деньгами в дерево, надеясь, что она исчезнет. Когда они приземлились, Индио и его команда окружили их, избивая до полусмерти. Но когда Индио посмотрел в сундук и увидел, что он заперт, сомнения закрались в голову. Возможно, Манка и Мортимер вовсе не были ворами. Но даже в этом случае Индий не собирался рисковать. Он решил заключить их в тайное место, откуда они не могли бы сбежать. У Индия был план, и Нино был готов его осуществить. Не привлекая внимания, Нино украл нож у одного из членов банды, Кучильо. Он быстро ударил и заставил охранника замолчать. Нино освободил 2 охотников за головами и повел Кучильо к Индии, который ждал. Его карманные часы сверкали в лунном свете. Кучильо попытался выкрутиться, утверждая, что он не тот, кто предал банду или помог заключенным сбежать. Но было слишком поздно. Индий подал сигнал, и Нино положил конец жизни Кучильо вот так. Индий быстро рассказал остальным членам банды, что Кучильо их предал, помогая Манка и Мортимеру сбежать. Охотников нужно было остановить живыми или мертвыми. Индий дал команду поймать их. Но вот в чем дело. Индий не просто хотел убить охотников. У него был большой план. Он собирался использовать Манка и Мортимера, чтобы расправиться со своей бандой и забрать всю добычу. Однако не все были так глупы, как остальные. Гроги, один из участников банды, начал собирать все кусочки вместе. Он понял, что на самом деле замышляет Индий. Наутро Гроги не стал рисковать. Он убил Нино, не задумываясь. Затем, с кровью Нино на руках, Гроги наставил пистолет на Индия и потребовал открыть сундук с украденными деньгами. Но когда Индий открыл его, сундук оказался пустым. В ярости Гроги разорвал все вокруг, его гнев звучал в каждой комнате. Индий, не теряя времени, попытался выкрутиться, убедив Гроги работать с ним. Вместе они поймают охотников за головами и вернут деньги. В это время Манка и Мортимер ждали. С оружием в руках они были готовы на улицах, ожидая нападения. Когда члены банды появились, охотники за головами начали отстреливать их одного за другим с точностью. Их выдающаяся меткость уничтожала каждого, кто осмеливался встать у них на пути. В другом месте Индий сидел в раздумьях.
Образ молодой женщины с карманными часами все еще ярко стоял перед его глазами. Но его размышления прервал Мортимер, который, стоя за дверью, неожиданно произнес свои слова, раскрыв Инди свое настоящее имя. Прежде чем Инди успел отреагировать, раздался выстрел. Мортимер заметил, как Гроги пытается сбежать и, не теряя времени, выстрелил. Но в тот момент, когда Мортимер выстрелил, Инди появился у окна с оружием в руке и выстрелил через мгновение, выбив пистолет из рук Мортимера. Инди, не теряя времени, достал карманные часы. Как только заиграла мягкая, завораживающая мелодия, напряжение в воздухе стало нарастать. Когда музыка достигла своих последних нот, произошел неожиданный поворот. Манка появился с таким же карманным часом, из которого звучала та же мелодия. Глаза Мортимера расширились. Он сразу понял, что Манка забрал часы у него. Со спокойной решимостью Манка прицелился в Инди, затем передал Мортимеру свой пояс с пистолетом и сел. Между двумя мужчинами воцарилась тишина, когда Манка смотрел на карманные часы и фотографию женщины внутри. Тишина была оглушающей. Музыка от часов становилась тише, приближаясь к концу. Рука Мортимера вдруг дернулась. Он нажал на крючок, и выстрел попал в Инда в цель. Инда пошатнулся, пытаясь встать, но рана слишком серьезна. Он упал как мертвый. Когда Мортимер подошел, он забрал карманные часы из руки Индо. Но Манка еще не закончил. Он вернул часы, которые забрал раньше, и взглянул на Мортимера с осведомленным выражением. «Семейное сходство», — тихо заметил он. Мортимер кивнул, осознавая всю серьезность. «Она была моей сестрой, да», — сказал он тихо, но уверенно. После того, как он отомстил за прошлое, Мортимер отвернулся и отказался от награды, отдав все Манка. Собрав свои оружия, он ушел, оставив напряжение момента позади. После того, как Манка бросил последнего Инда и его банду в повозку, он начал подсчитывать награду. Что-то не сходилось. Сумма дара оказалась неправильной. Тогда он услышал шорох сзади. Он, борясь за жизнь, готовился к действию в полусонном состоянии. Без колебаний Манка развернулся и мгновенно его нейтрализовал. Затем Манка подошел к дереву, схватил мешок с деньгами и задумчиво на него посмотрел. Он думал о том, чтобы вернуть его, кто знает. Когда Манка уехал, его лошадь тащила повозку, полную тел мертвой банды, и одно было ясно. В итоге преступление не окупается. Злодеи всегда разрывают друг друга. Мораль такова: жадность и предательство могут помочь, но в конце концов это всегда возвращается.